Здравствуйте! Всю свою жизнь, как специалист по реабилитации, я учу людей сложным упражнениям и методикам для восстановления здоровья. Я работаю с последствиями травм, с хронической усталостью, с возрастными изменениями. Но несколько лет назад, изучая древние восточные практики и сопоставляя их с современными знаниями о физиологии, я наткнулся на один метод, который перевернул мое представление о простоте и эффективности. Метод, который не требует ни тренажеров, ни дорогих лекарств, ни даже физических усилий. Он требует лишь щепотку соли, теплую воду и 1 минуту вашего времени в день. И он связан с одним совершенно неочевидным местом на нашем теле, которое мы привыкли полностью игнорировать. Сегодня я поделюсь с вами этим открытием. Я расскажу, как простое ежедневное протирание этого секретного места теплым солевым раствором может запустить в вашем организме мощнейшие процессы самоочищения и восстановления, о которых вы даже не подозревали. Я понимаю, что это звучит как какая-то мистика или народное целительство, и я настоятельно рекомендую вам досмотреть это короткое видео до конца, потому что научное объяснение этого феномена, которое я дам чуть позже, может вас по-настоящему удивить. Честно говоря, я сам поначалу отнесся к этому с огромным скепсисом, свойственным немецкой медицинской школе. Но чем глубже я изучал этот вопрос, тем больше поразительных совпадений я находил между древней мудростью и современной наукой о теле. Речь идет о месте, которое в восточной медицине считается корнем жизни, а в западной является важнейшим анатомическим центром. Это область вашего пупка. Прежде чем я объясню, как это работает, по традиции нашего канала, я попрошу вас написать в комментариях, верите ли вы в подобные нетрадиционные методы. Напишите «Да, пробовал, пробовала» или «Отношусь скептически». Ваша честность очень важна. А теперь давайте разберемся, как простое воздействие на эту точку с помощью соли может кардинально изменить ваше самочувствие. Давайте на время забудем об энергетических меридианах и посмотрим на эту область глазами современного анатома. Прямо за брюшной стенкой в районе пупка находится одно из крупнейших скоплений лимфатических узлов и сосудов. Это, по сути, центральный очистный узел всей нашей брюшной полости. Что такое лимфатическая система? Представьте себе, что у вашего города есть водопровод. Это кровеносная система. А есть канализация. Так вот, лимфатическая система — это и есть та самая канализация. Она собирает из межклеточного пространства все: грязь, отработанные продукты жизнедеятельности клеток, токсины, мертвые бактерии, лишнюю жидкость. Если эта канализация работает хорошо, ваш организм чистый и здоровый. Если же в ней происходит застой, начинается медленное самоотравление. С возрастом из-за малоподвижного образа жизни и ослабления мышц движение лимфы, у которой нет своего насоса, как у сердца, сильно замедляется. Возникает тот самый застой. Его внешние проявления — это отеки на ногах и лице, мешки под глазами, лишний вес, который не уходит. Внутреннее — это хроническая усталость, туман в голове, ослабленный иммунитет, боли в суставах. Ваш организм буквально тонет в собственных отходах. Так при чем здесь пупок и соль? Когда вы мягко круговыми движениями протираете область пупка теплой тканью, смоченной в солевом растворе, вы делаете две вещи. Во-первых, тепло и массаж сами по себе стимулируют поверхностный лимфоток, а во-вторых, здесь в игру вступает физика. Соль, благодаря осмотическому давлению, обладает свойством вытягивать на себя лишнюю жидкость. Это мягкое, трансдермальное через кожу. Воздействие гипертонического раствора соли помогает сдвинуть с места застоявшуюся межклеточную жидкость, облегчая ее вход в лимфатические капилляры. Вы, по сути, проводите локальную разгрузку и стимуляцию этого важнейшего лимфатического центра. Это как если бы вы постучали по засорившейся трубе, чтобы сдвинуть пробку и помочь воде потечь. Регулярное выполнение этой процедуры помогает уменьшить внутренние отеки в брюшной полости, что снижает давление на внутренние органы и улучшает их работу. Печень и почки начинают лучше справляться со своей функцией, ведь им больше не приходится работать в условиях болота. Уменьшение общей токсической нагрузки дает огромное облегчение иммунной системе. В результате уходит хроническая усталость и ощущение ватности. Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны, со стороны древней мудрости, которая сегодня находит все больше научных подтверждений.
В аюрведе, традиционной индийской медицине, точка пупка или наби считается местом сосредоточения 72 тысячи тонких энергетических каналов, по которым течет жизненная энергия, прана. Воздействие на эту точку, особенно с использованием масел или соли, считается мощнейшей практикой для балансировки всего организма. Считается, что через эту точку мы можем напитать все тело. И это не лишено логики, ведь именно через пуповину мы получали все питание в утробе матери. Эта связь, пусть и на более тонком уровне, остается с нами на всю жизнь. Эта простая процедура помогает не только физическому, но и психоэмоциональному очищению, снимая напряжение, которое скапливается в области живота, нашем втором мозге. Как же правильно выполнять эту процедуру? Вам понадобится половина чайной ложки чистой морской или гималайской соли, необычной поваренной. Половина стакана очень теплой, но не обжигающей воды и небольшой кусочек чистой мягкой ткани, например, фланели или хлопка. Растворите соль в воде. Лягте на спину в удобном положении. Расслабьте живот. Смочите ткань в теплом солевом растворе. Слегка отожмите и положите ее на область пупка. Затем подушечками пальцев начните выполнять мягкие, медленные круговые массажные движения по часовой стрелке вокруг пупка без сильного давления. Ваша задача не давить, а мягко стимулировать кожу и ткани под ней. Делайте это в течение 1 минуты. После массажа вы можете либо просто протереть кожу на сухо, либо, что еще лучше, нанести на эту область каплю теплого кунжутного или касторового масла, чтобы дополнительно напитать и успокоить эту зону. Какое время лучше всего подходит для этой процедуры? Идеально вечером перед сном. Это поможет снять дневное напряжение, улучшить пищеварение и подготовить организм к глубокому восстанавливающему сну. Вы заметите, что после этой простой практики ваш сон станет более спокойным, а утром вы будете просыпаться более отдохнувшим и легким. Регулярность здесь ключ к успеху. Эффект от этой процедуры накопительный. Чем дольше вы ее делаете, тем более выраженными будут результаты. Это не экстренная помощь, это ежедневная гигиена вашей внутренней канализационной системы. Итак, сегодня мы с вами открыли удивительный секрет, который веками хранили древние целители и который сегодня подтверждает современная наука. Мы узнали, что ключ к очищению от токсинов, снятию отеков и избавлению от хронической усталости может находиться в самом центре нашего тела, в области пупка. Это простая, доступная каждому процедура протирания теплой солью. Это мост между физиологией и энергетикой, между наукой и мудростью. Я призываю вас не просто поверить мне на слово, а попробовать. Проведите этот эксперимент в течение хотя бы 2 недель. Все, что вам нужно, это минута времени и щепотка соли. Прислушайтесь к своему телу. Я уверен, оно отблагодарит вас легкостью, энергией и улучшением самочувствия. Спасибо за ваше внимание. Если эта информация была для вас новой и полезной, пожалуйста, поддержите нашу работу лайком и поделитесь этим видео с близкими. И, конечно, подпишитесь, чтобы не пропустить другие секреты здоровья.